Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на моем канале более полный обзор электровоза EP1. Будем с вами смотреть электровоз EP1 190. Мы с вами находимся на станции Петрозаводск. Это пути отстоя, где машины стоят в ожидании работы. Рядом стоит вот EP1 049. Ну, я принял решение показать вам 190, хотя в принципе особой разницы нет. Ну что, давайте в двух словах сначала по низу пройдем, посмотрим. Автосцепка, обычная, рукава питательной магистрали. Вот. И рукава тормозной магистрали. Уже рукав специальный для подключения электропневматических тормозов. Он отличается от обычного грузового рукава тем, что по нему проходит цепь именно электропневматических тормозов, схемы. То есть двухпроводная схема у нас ВПТ в данный момент в России эксплуатируется. Один провод идет вот по этому шарику, вот он утапливается туда, соединяются рукава, между ними шайки соединяются, они заизолированы. И второй провод — это непосредственно сам металлическая часть рукава. Вот к нему подходит провод из системы управления ПТ. Таким образом осуществляется передача электропневматических сигналов по всему поезду. На электровозе спереди подножка, для того, чтобы помощник мог по этим ступеням туда наверх залезть, протереть стекло прожектора и лобовое. Что у нас дальше? Рукава песочной магистрали, пескоподачи, подачи песка под колесные пары, вот они туда у нас уходят. Шестиосный у нас электровоз, 3 двухосных тележки. Для электровоза EP1 отличается система опора кузова на тележке, и тяговые усилия переходят на кузов с помощью вот таких вот огромных массивных тяг. Вот она уходит туда. От тележки на кузов она переходит. Таким образом тяговые усилия передаются. Значит, что еще рассказать вам? Тормозные цилиндры вот такие массивные, огромные, очень большое нажатие тормозное у электровоза. Очень мощные тормоза, особенно в скоростном режиме. Большие тормозные усилия. Вот еще одна тяга видно. Это уже от средней тележки идет на кузов, переводит тяговые усилия. Передача тяговая у нас односторонняя. Вот видите, вот кожух зубчатой передачи. С одной стороны у нас на вал оси колесной пары надевается шестерня, и от тягового двигателя передается на зубчатую передачу тягового усилия и, соответственно, на колесную пару. Тяговый двигатель вот он там дальше. Так, где нам тут лучше посмотреть-то его? Может быть, с этой стороны сейчас будет видно. Ну, вот он. Огромная машина постоянного тока, вот он, тяговый двигатель. Тележка сама непосредственно опирается вот через эти тяги. Точнее, кузов на тележку сверху опирается, вот они. Видно там пружины. Но ходовая довольно жесткая у этого электровоза. В принципе, в моих видео вы могли это заметить. Довольно жестко, с таким скрипом это все работает. Это у нас устройство для отпуска тормоза автоматического. У средней тележки тоже еще отличается, значит, крепление к кузову. Есть вот такие еще продольные тяги. Там у нас ящик аккумуляторной батареи. Это труба из туалета, кстати. Есть у нас там и туалет. Сейчас я покажу его, в принципе, если кому-то интересно. В принципе, дальше все то же самое. Давайте поднимемся внутрь и посмотрим, что у нас внутри. Кстати, вот значки Новочеркасского электровозостроительного завода. EP1, как известно, у нас строится на Новочеркасске. Это какой-то знак, я так понимаю, качество и так далее. Вот средний ремонт выполнен на Новочеркасский электровозоремонтный завод, март 2014 года. Пропуск через механизированную горку запрещается. Это из-за того, что 3 двухосных тележки, довольно длинная база, поэтому через горки сортировочные этот электровоз пропускать запрещено. 50 вольт значок, это значит вот здесь подключается, вот видно, 50-вольтная цепь. Если электровоз стоит в депо, можно подключить ее сюда. Лучше это все не трогать лишний раз, конечно. Этот значок означает, что здесь у нас крепление домкратов к кузову при подъеме кузова с тележек.
Ну, давайте поднимемся внутрь. Ну что, мы с вами в кабине машиниста электровоза EP1. Журнал ТУ-152, настольный журнал локомотива. Посмотрим акт технического состояния. Всегда традиционно его смотрю. Год выпуска электровоза 2005, номер 190. Полное наименование и реквизиты предприятия владельца. Эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша. Город Кандалакша, улица Локомотивная, дом 29. Пробеги, к сожалению, целиком их не видно здесь, конечно, жаль. Ну вот. Средний ремонт она прошла 7 марта 2014 года, Новочеркасский электровозоремонтный завод. 541 707 километров пробег после среднего ремонта. Это с 2014 года. Смотрите, год выпуска 2005, соответственно, какой у него пробег общий. Огромный пробег, я думаю. Эти электровозы проходят огромное количество километров. Кабина очень удобная, на мой взгляд. Просторная, светлое остекление хорошее. Пульт железный, что немаловажно. Никаких этих ваших пластиковых финтифлюшек, которые сразу же царапаются, ломаются, приходят в негодность, выглядят потом отвратительно, как на голубых ИПшках наших, на EP1M. Эта машина мне нравится гораздо больше. И самое главное, что кабина очень теплая. Здесь несколько печей. Печи вторая ступень вот сбоку, снизу первая ступень. Вот они здесь включаются, первая, вторая помощника. Соответственно, то же самое снизу машиниста, сбоку снизу под ногами машиниста, сбоку у машиниста тоже. То есть 4 печи. Тены электрические, да, обычные. Потом здесь стоят калориферы, так называемые. Вот они включаются здесь. Находятся они у нас вот там, вот эти вот ящики. В них находится электродвигатель, тен, и воздух теплый именно электродвигателем приводится в действие. Тоже нагревает кабину очень хорошо. В минус 35 я в ней сидел в рубашке, улыбался, хотя мимо мужики на ВЛ-80 проезжали в гудках, в шапках, в рукавицах. Так что эта машина очень теплая. Пульт у помощника очень удобный. Здесь спокойно оформляются все поездные документы. Широкий стол, что тоже немаловажно. На многих локомотивах почему-то игнорируется это требование. То, чтобы помощник мог удобно свои функции выполнять. Здесь климат у помощника. Есть у нас и автоматическое управление, вот авторегулирование, так называемое. Можно в автомат поставить, будет работать датчик вот этот вот, который поддерживает определенную установленную вот здесь температуру. Ну, по опыту, честно говоря, они обычно не работают, поэтому мы вручную сами регулируем. Буферные фонари здесь включаются, освещение кабины. Зеленый свет, так называемый, вот он здесь. В темноте очень приятно ехать, такое мягкое освещение в кабине, очень удобно. Здесь у нас напряжение ЭПТ либо батареи, вот здесь переключается тумблером показания. Здесь у нас ток ЭПТ. Дополнительный пульт, дополнительная индикация для помощника, блока индикации нашего клуба. То есть здесь отображаются все сигналы, точно такие же, как и у машиниста там будут. Так, что дальше? Сюда вставляется ключ отопления, включение высоковольтного отопления поезда. Дополнительный пульт радиостанции полноценный абсолютно, то есть помощник нажимать может здесь вызов производить, сюда нажимать, чтобы говорить, микрофон здесь, в общем, все хорошо, все удобно. Здесь у нас, значит, тифон, свисток дополнительный для помощника. Здесь вот у нас стоит динамик радиостанции, отсюда вот идет звук, когда работает радиостанция. Сюда поставляются поездные документы, есть освещение, предупреждение можно подсмотреть, ночью тоже очень удобно. Что на них огромный минус, я считаю, на этих электровозах, это еще пневматические старые допотопные вот эти приводы дворников. Очень часто, вот как вы сейчас видите, щетки мы не наблюдаем, просто по простой причине она закинута туда наверх. Он очень неравномерно работает, этот привод, и щетки туда закидываются, все, и там клинятся. В результате у помощника нету возможности почистить стекло. Потому что, естественно, помощник перед отправлением стекла протирает лобовые. Этот дворник он сюда поставит, все красиво, отправляешься, начинаешь движение. Здесь вот включается этот пневматический привод, так вот тупо открыванием доступа воздуха к нему. Начинается работа дворника, дворник раз туда ушел, все, до свидания, так и едешь. На ходу, как известно, туда попасть невозможно. Даже на следующей остановке снова сделаешь то же самое, включаешь, происходит то же самое. Это по опыту обычно так, к сожалению. Очень плохие вот эти вот приводы пневматические. Когда ставят электрические, это, конечно, больше намного удобнее становится. Они уже работают более четко. На ВЛ-80 сейчас, которые проходят ремонты крупные, уже ставят электрические приводы. И это очень удобно. Какие надписи у нас здесь есть? Проезд, запрещающий сигнал, приводит к преступлению. Традиционно уже локомотив снабжен инструментом, опломбирован, номер пломбы.
Ящик я вам покажу машинам сейчас у нас с инструментом. Номера тормозных башмаков. Сами, в принципе, можете смотреть. Максимальная скорость 140 км в час у этого электровоза. Как известно, конструкционная скорость 140 км в час. При остановке съедь с песка, это после крушения поезда, после столкновения поезда номер 100, по-моему, Владивосток, Москва. Такие надписи появились у нас. Традиционно клуб САУТ, локомотив оборудован. Есть спасательные веревки. Для чего они нужны? Для того, чтобы, если эвакуироваться через дверь невозможно, мы можем открыть форточку, спустить туда веревку и спуститься. Хотя я, честно говоря, выпрыгивал без всяких веревок, не вижу в этом особой проблемы. Кресла довольно большие, удобные. Эти кресла уже стоят с завода. Очень удобно. Привод ручного тормоза. Здесь у помощника есть кран аварийной остановки. То есть, грубо говоря, стоп-кран. Если вдруг по какой-либо причине, допустим, машинист неадекватен, можно сорвать стоп-кран. Так, ну сядем на место машиниста. Место машиниста удобное тоже очень. Пульт удобный. Контроллер машиниста состоит из нескольких частей. Это главная рукоятка, да, которая задает тяговые усилия. Задатчик скорости. Вот он, видно, скорость написано. Мы нам судьи задаем скорость, с какой должен электровоз следовать, скажем так, да, до какой он будет разгонять. И реверсивный переключатель, в котором еще заодно включается ослабление поля 3 ступени. И самое дальнее положение — это переход в режим рекуперативного торможения. Пульт радиостанции. Сюда вставляется картриджер ПДА. Это кнопочки у нас для продувки главных резервуаров. Сигнальные все. Сигнальное табло. Кнопки электропневматического тормоза, управления электропневматическим тормозом. Сам блок суда. И здесь у нас 2 пневматических прибора, которые показывают уравнительный резервуар, тормозную магистраль, главный резервуар, тормозные цилиндры. Здесь у нас показывается ток якоря на тяговых электродвигателях и напряжение контактной сети. Вот так. Кнопки тифон, свисток здесь, кнопочка песок, чтобы песок под колесные пары подавать. Краны обычные, 254 у нас кран вспомогательный и 394 поездной. 395, конечно же, извиняюсь. Ну давайте теперь пойдем по машинному, посмотрим, что у нас там. Машинное помещение мы с вами попали при выходе из кабины номер 2. Сразу попадаем в такой небольшой коридорчик. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас автоматы системы ТСКБМ, пожарной сигнализации автоматы. Вот здесь у нас амперметр и вольтметр, киловольтметр, килоамперметр тяговых электродвигателей. Можно посмотреть на этой паре тяговых электродвигателей, скорее даже на первом электродвигателе. Точнее, получается, если кабина номер 2, значит на 6-м электродвигателе можем посмотреть показания. Ну, в принципе, их видно в кабине. Для чего они здесь стоят? Чтобы, если управляешь кабиной номер 1, можно было здесь посмотреть. Что в кабине номер 1, естественно, будет показывать первый тягач. Блоки релюшек, блоки реек клеммных. Свет, к сожалению, в электровозе погашен. Сейчас у меня тут он полностью выключен, поэтому я не стану батарею разряжать. Здесь у нас песочные бункера. Как традиционно я уже говорил, что избиты, видите, они так. То есть проверяется просто тупо перестукиванием уровень песка. Если было бы какое-нибудь стекло, было бы это более цивилизованно хотя бы, как минимум. И вот у нас здесь ящик инструментальный. Вот он опломбирован. И как раз в нем инструменты. Различные ключи, отвертки и так далее. То есть в случае, если какие-то происходят на электровозе неисправности, бригада имеет право воспользоваться этими инструментами, чтобы с собой не таскать. Вполне цивилизованно, я думаю, это как раз в духе современности 21 века. А то раньше приходилось с собой таскать огромное количество инструментов, перемычек и всего-всего, железа всякого. То есть сумку не поднять было просто-напросто. Первая БСА, но опять же в высоковольтки заходить я не стану. Здесь у нас сигнальное табло при срабатывании пожарной установки. Там у нас снаружи, чтобы можно было снаружи увидеть, загорается надпись о том, что сработала пожарная установка. А она у нас газовая. И в этом помещении, где она сработала, находиться без специальных средств защиты нельзя. Поэтому вот такое табло стоит сигнальное. И вот как раз эти установки, пожарные установки, генератор огнедушащего аэрозоля. Вот он. Вот именно отсюда происходит выброс этого аэрозоля, который тушит пожар. Пожар тушится за счет того, что доступ воздуха просто, грубо говоря, прекращается к огню с помощью этого аэрозоля.
Здесь у нас стоят компрессора высоковольтной камеры, я надеюсь, вам видно. Свет там включен. Кстати, выключить, чтобы батарею не садить. Высоковольтные камеры у нас закрываются. Вот специальный рычаг такой, поворачивается, вот видите. Просто тупо механически вот они закрываются и все. Сейчас можно открыть, да, высоковольтную камеру. Если я его поверну в рабочее положение, чик, все, уже высоковольтную камеру открыть нельзя. И все это, весь этот привод блокируется вот пневмоцилиндром. Отсюда выходит шток, и он блокирует этот пневмопривод, все, высоковольтную открыть нельзя. Только после этого имеется возможность поднять только приемник. Здесь у нас выпрямительный инверторный преобразователь, как я уже говорил в прошлом своем обзоре. Это вот ключ, чтобы можно было заблокировать механически вот этот блокирование ВВК, заблокировать механически, когда у нас по какой-либо причине этот шток неисправен, нет воздуха и так далее и тому подобное, можно механически заблокировать и, в принципе, электровоз запустить. Сняв этот ключ и вставив, сейчас я покажу куда. Пневматическая панель управления. Здесь у нас компрессор токоприемника, маленький компрессор, вот такой вот он, видно, маленький шток у него, маленький цилиндр. Значит, что мотор-вентилятор, это у нас мотор-вентилятор, кстати, так, какой это мотор-вентилятор-то? Ладно, забыл, не буду врать. На электровозе EP1 4 мотор-вентилятора, 3 из них работают на тягу. Это, судя по всему, второй у нас, да, и вот здесь четвертый, вроде как так. Могу ошибиться, конечно. Четвертый у нас работает на систему рекуперации. Включается при включении рекуперативного торможения. Тяговый трансформатор, сердце электровоза, который преобразует ток контактной сети. Понижает его, преобразует и передает на выпрямительные инверторные преобразователи на электровозе EP1. Здесь вот у нас показания температуры масла. За ним нужно смотреть. Помощник машиниста для этого как раз проходит по машинному пути следования и смотрит, чтобы не превышала установленных норм температура масла трансформатора. Так, что, вот туалет, я обещал показать вам. Вот он здесь, в полу поднимается вот этот люк. Ну, я не стану этого делать, чтобы психологическую травму не получить, как я уже много раз говорил. Здесь же есть бак для воды. Вот он. Сюда набирается вода, но по опыту обычно ее здесь нет. Для того, чтобы можно было смыв осуществлять. И стекло даже вот для того, чтобы уровень воды можно было контролировать. Так, шкаф питания. Здесь включается аккумуляторная батарея. Вот как раз сейчас показывает напряжение аккумуляторной батареи 55 вольт практически. Это ящик МСУДа непосредственно, то есть все компьютерное управление, все микропроцессорные контроллеры, вот они все внутри здесь находятся. Еще один песочный бункер. Дошли мы с вами до кабины номер 1. Здесь у нас блоки клуба, клуб У. Это блок ЭПТ для управления ПТ. И вот еще на электровозе EP1 у нас есть, значит, возможность перекрыть в задней кабине тифон и свисток, для того, чтобы они не работали в сторону состава. Когда мы едем той кабиной, здесь они перекрываются, и в сторону состава тифон не подается, по крайней мере, чтобы людям было потише. Ну что, попадаем мы с вами в кабину номер 1. В принципе, кабины абсолютно идентичные, разницы никакой нету. Я, наверное, может, единственное, что немного место машиниста недорассказал вам. Ну вот место машиниста со стороны, видимость со стороны помощника. Здесь у нас еще, кстати, вот бачок небольшой для стеклоомывателя. Сюда можно жидкость залить. Открывается вот эта пробочка и заливается жидкость. И вот этим рычагом приводится в действие стеклоомыватель. Автостоп с блоком кон. Здесь у нас шкафчик для одежды и прочих мелочей. Вот туда можно повесить одежду. Вот блок кондиционера, кстати, и у него тоже есть свой температурный датчик, то есть кондиционер может работать автоматически. Ну, за ними, конечно, нужен уход и контроль, и нужно менять жидкость, которая охлаждает воздух. Зачастую они не работают. Честно говоря, в последнее время давненько я летом не работал, не замечал, не включал пока. Посмотрим, будет ли работать. Сам блок индикации локомотивный клуба У, вот он здесь. Здесь у нас ТСКБМ пульт, то есть здесь вот по этой шкале мы можем определить, насколько машинист бодрствует,
Здесь горит лампа о том, что идет прием сигнала от переносной части машиниста. И если что-то не так, здесь загорается шкала, а потом здесь красный индикатор о том, что машинист должен свою бдительность подтвердить. Если он этого не сделает, 7 секунд, свисток АПК и экстренное торможение автоматическое. Освещение прибора включено, вот я заметил, отключить надо. А, вот у нас есть еще и блок SAUT, да, но на нашем участке SAUT не используется, как я много раз говорил. Ну что, наверное, все. Задавайте ваши вопросы, по возможности отвечу на все вопросы, какие у вас будут. Все, всем всего самого доброго, до свидания.